Привет всем хорошим людям по ту сторону экрана и добро пожаловать на канал Custom Truck. Как у вас дела, как настроение? Делитесь обязательно в комментариях. Но я же сегодня расскажу вам, как мы подыскиваем проекты. И сегодня мы отправимся на осмотр нескольких единиц техники. Ну, я имею в виду не сегодня, а в этой серии. Примерно в течение 2 месяцев мы ездили, вот так смотрели то. Вот, и есть интересные варианты. Поэтому вы тоже смотрите внимательно, чтобы дать правильный совет, что взять, интересна ли какая-то техника или не интересна. Обязательно пишите в комментариях. Я буду читать и буду прислушиваться к вашим тоже мнениям. Это очень важно, потому что мы часто выбираем технику такую, чтобы горели глаза, да, но это не всегда целесообразно и не всегда правильно. Но, с одной стороны, это правильно, потому что когда у тебя горят глаза, когда ты хочешь такую машину, ты к ней относишься совсем по-другому. А когда ты покупаешь, ну, то, что не совсем тебя устраивает, то, соответственно, и отношение к этой машине такое. Вот, так что, я думаю, будет очень интересно. Вы, друзья, обязательно не забывайте подписаться на наш канал. Огромное всем спасибо за поддержку на Boosty. Если у вас есть желание поддержать нас, то ссылки в описании. Зрители на Boosty каждые 2-3 дня получают маленькие коротенькие видосы о том, что у нас происходит в гараже. А также на Boosty выходят, естественно, и основные видео чуть раньше и без рекламы. Так что залетайте, подписывайтесь, поддерживайте. Там подписка недорогая. И тем самым будете получать оперативную информацию о том, что у нас происходит здесь в гараже. Все. Первое, куда мы отправляемся смотреть, это гусеничный аппарат. Это Т-150 на гусеницах. И это машина, которая мне интересна. Особенно, это машина из моего детства. Она, правда, была на колесах, но вот этот капот, который ты видишь перед собой, когда едешь, я, наверное, не забуду никогда. Этот трактор находится недалеко здесь. На УАЗике быстренько сгоняли, посмотрели. Ну и сейчас увидите, что и как там было. Мы уже подъезжаем на осмотр редчайшего аппарата. Здесь дорога просто каток. Мне прям страшно на УАЗе ехать. Лед, ужас. Вот, ну сейчас, надеюсь, у нас получится что-то отснять там. Но техника интереснейшая, конечно. Ну вот он, друзья, наш потенциальный проект. Смотрите, это бульдозер Т-150 на гусеничном ходу. Кто смотрит Telegram или подписан на Boosty, знают, что я на таком тракторе учусь на права. И как выяснилось, вот совсем недалеко от нас такой тракторок продается. Вот, так что надо его посмотреть поближе, мне очень интересно. Здесь тоже спрятался Кразевич, смотрите, такой вот. Еще у людей есть техника в загашниках. Ну, что я хочу сказать. Он не особо так выезженный. Это факт. Первое впечатление. Это СМДшка с турбинкой. Он, кстати, интересненько так едет, звучит. Очень мягко работают двигатели СМД. Но сегодня не об этом. Нам нужно оценить его состояние. Вот здесь вижу нюансик. Видите, отломано. Пускач. Боль. Пучковый топливный насос. Очень много. Здесь пневмоусилитель сцепления стоит, как на МАЗе. Ну и здесь что по выработкам у нас. Это колесо вроде бы ровно стоит. Каретки. Выходы на печку. Так, все на месте. Бак. Вроде бы все на месте. Какие-то тормозные камеры там стоят. Здесь специфика этого трактора то, что он имеет раздельный привод, то есть раздельные скорости на разные гусеницы. Таким способом он поворачивает, то есть увеличивается скорость на одной гусенице, уменьшается скорость на другой. И он таким образом поворачивает. Это крутая система на бездорожье. И сильно не поцарапано ничего. Ну такой более-менее, кстати. Более-менее аппарат. Кисточкой его красили. С коробки выходят 2 кардана.
один кардан на эту звездочку, второй кардан на противоположную. Сзади навеска здесь. У него. Он так не в масле ничего. Распределитель. Ну, в пальцах есть выработка небольшая. Вот она здесь видна. Такая не особо приятная выработка. Их по-настоящему, конечно, менять уже бы. Иначе потом не выбьешь. Так, с этой стороны. Вот тот самый пневмоусилитель сцепления. Топливные фильтры 2. Компрессор. Здесь сделано от радиатора. Смотрите, идет заборник через весь моторный отсек и в салон. Это очень крутой наворот. Ну, так, визуально. Вроде бы более-менее. Не сильно я вижу какие-то выработки. Все вроде нормально. Тут, как всегда, слезы. Ужас. Только моточасов 1752 моточаса. Но я вам честно скажу, я на вождении, когда езжу, я просто балдею от вот этого вида капота. Как капот этот смотрится, очень красиво. Я вспоминаю свое детство, когда мы на таком тракторе в детстве катались, и это было круто. Ну вот они, передачи здесь переключаются. Ну, внутри более-менее комплектно все. Нормально. Передачку включил. Поехал. Здесь много какашек каких-то. Вот это мне не нравится. Это гниль в кабине явно. Здесь, как вы заметили, есть руль и рычаги. Эти рычаги, они меняют скорость движения гусениц. Здесь 3 передачи на одном рычаге, 3 на другом. А руль просто зажимает фрикционы. Либо справа, либо слева. Отчего он так болтается, конечно, непонятно. А вот, видите, сгнило. Вот он и болтается. Это подварить можно, проблемы нету. Такой, я бы не сказал, что супер, но более-менее нормальный аппарат. Он вроде бы якобы на ходу. Вот, так что теоретически он должен поехать. Но это всегда теоретически. Всегда. По-моему, у него гусеница длиннее, чем у ДТХи. Вот так смотришь, явно длиннее. Я в интернете ничего не изучал, я как только узнал, что он в продаже, сразу полетел. Вот, ну, что я хочу сказать? Ну, можно сказать, что нравится, наверное. Но посмотрим. Вы тоже обязательно мне напишите, что думаете по этому поводу. Просто здесь коробки эти такие стрёмные. Но техника интересная, конечно. Хотелось бы узнать, как она прет. Кстати, видите, нету. Здесь, по-моему, крутящийся должен быть такой. Фильтр воздушный. Ну, надо помыслить. Надо помыслить. А здесь не сгнившая кабина, но видите, по кабине немножко гниленько все. Такое слабенькое. Бак не плывет. И вот там видно 2 кардана. Вот один, а вон там второй. Давайте я вам покажу, может, поближе попробую. Вот один, и он второй. Они выходят из коробки. И идут один на левую сторону, а второй на правую. Блин, ну, интересный аппарат. Да, такой немного покоцанный, там. Но в целом комплектный. Ладно, будем думать. И еще, естественно, посмотрим какие-то другие альтернативные варианты. Вот, потому что, ну, не знаю, по поводу гусеничного Т-150,
снег им чистить будет, конечно, да, интересно. Но и в болоте погонять можно, вот что классно. Кстати, забыл глянуть, ровно стоит или нет. Ну, вроде нормально, выработки нет у него. Ну, вот этот каток. Хотя здесь вот видно, что уже так не очень красиво. Видите, даже кто-то здесь уже тюнинговал. Арматурой усиливал натяжитель. Это да, тут вот нюансик. Криво все. Но здесь как-то есть, вон, видите, гидравлический натяжитель. Я не знаю, как это работает. Здесь винт, а там цилиндр. Ну, ладно. Будем думать. Будем думать. А вы тоже обязательно пишите ваше мнение в комментариях. Следующее, что мы пойдем смотреть, не менее интересно, но вообще, вы знаете, что я постоянно мониторю варианты автомобилей или техники для проектов. Если и вы подыскиваете себе автомобиль, то сейчас самое время воспользоваться выгодными предложениями от автодилеров. А с бесплатным сервисом Автоспот найти максимально выгодный вариант проще простого. Не нужно тратить время на звонки и посещение автосалонов, достаточно открыть сайт или мобильное приложение Автоспот и выбрать автомобиль из огромного каталога, в котором собраны практически все марки автомобилей. Я уверен, что вы обязательно найдете что-то на свой вкус, при этом все предложения от официальных дилеров. А самое главное, что вы можете посмотреть, какая скидка вас ждет при покупке в кредит, трейд-ин или за наличные. Не забывайте сравнивать цены в разных городах, ведь скидка в соседнем городе может быть значительно больше. А чтобы скидки всегда были под рукой, скачивайте бесплатное мобильное приложение Автоспот, в котором вы точно так же можете выбирать себе новый автомобиль, сравнивать цены и скидки, записываться на техническое обслуживание вашего автомобиля, кстати, тоже со скидкой, максимально удобно, в 2 клика и всегда под рукой. Мобильное приложение обязательно рекомендую скачать. Ну а ссылку на Автоспот я оставил в описании, проходите и пользуйтесь. Ну а дальше я вам расскажу о следующей очень интересной машине, которую мы планируем посмотреть. Это машина, которая, друзья, давно я хожу, она чуть-чуть схожа с моей мечтой, это трактор Кировец, но мы поедем смотреть трактор Кировец рестайлинг К702, погрузчик с интересным таким ковшом спереди, огромным, вот, и интересной внутрянкой. У него панель приборов такая, якобы по-современной. Ну, естественно, оно там все это древнее, но типа комфортная кабина. В общем, такой специфический аппарат. Так что отправляемся. Это у нас город Толочин, и он находится от нас, 200 километров, наверное. Вот. Но, тем не менее, мы тратим на осмотр время, и оно того стоит, потому что есть понимание, стоит вообще брать такую технику, или это вообще не наше. Вот, потому что покупать без осмотра — это тупиковое решение, нужно всегда смотреть, по-любому. Так, народ, приближаемся мы к еще одной машине, очень интересной. Кировец, но Кировец необычный. Редчайший аппарат. За качество съемки вы сразу меня извиняйте. Но наша задача посмотреть, что за оно. И как у него тут состояние. Самое важное у этих тракторов — это состояние рам. Разбито ли там что? Сочленение. Ну и, конечно, все остальное, но немаловажно и каждый элемент. Но здесь я смотрю, все в сборе, так у него даже выключатель массы стоит. Такие мощные цилиндры, на ковш. К сожалению, ничего не очищено от снега. Ну, колеса накачаны, резина хорошая. Ковш такой мощный. Эти цилиндры тоже целые. Вроде как живые.
Немного есть ржавчина. У него также стоят усиленные диски. Более мощные. Вот так внутри здесь. Здесь, конечно, современно все. Он управляется, вот это реверс взад-вперед, типа коробка автомат. Это гидравлика. Но это основная коробка. Тормоза, слив. Ну, это все стандартно, но здесь мне нравится у этих машин, что у них панель уже современная такая. Ну, конечно, тут да, такое все требует вкладывания души. Но огромная кабина, конечно, блин, он здоровый, просто ужас. Он огромный. Он огромный, друзья. Седуха. Запустить, естественно, мы не можем, потому что мороз у нас минус 25. Глушилка. Если у Кировца есть глушилка, все, на нем уже не так страшно. Ничего не закисшее. Такая типа рабочая техника. Тонировка. Он огромный, бляха-муха. Он огромный, друзья. Вот эта вот полурама у него очень низко сзади расположена, и она как якорь. Но пальцы я не вижу, чтобы разбитые были. Вроде бы все нормально здесь. Мотор. Восьмерка с турбинами. Ну, с турбиной, с одной, я так понимаю. Раздельные головки. Какой-то тутаровский вариант. Какое здесь все массивное. Головку подложили. Просто огромный. Танковые фары. С этой стороны как тут? Да. Все просто громадное. В принципе, как и в К-700. В принципе, как и в К-700. С этой стороны тоже вроде цилиндры не разбиты. На кардане болтика нету, вижу. Рабочая техника, очень рабочая. Очень рабочая. Какой у него глушак огромный. Ой, ну в целом, если глянете даже на моем фоне его, он громадный. Он громадный, просто трындец. Не, на нем на базе на нашей не развернешься даже. Это нереально, наверное. Вот такая машина. Но машина редчайшая. Кстати, смотрите, там подгнившая тоже. Окна вываливаются. Ну, его готовить надо. Так работать на нем это почти нереально. Ну что ж, будем разговаривать с продавцом. Что он там запоет. Ну, техника не дешевая, конечно, это. Ладно. Ноги полные снега. Побегу.
Блин. Он огромный. Он просто громадина. Ладно, поехали домой. После того, как я посмотрел Кировец, друзья, ну, если честно, он громадный. Я все взвесил, как-то приехал домой, тоже, блин, не, он громадный. Для бездорожья он не подходит вообще, потому что у него задняя полурама качающаяся. То есть, если Кировец обычный, он вот так скручивается, да, повторяя рельеф, то этот... Он частично только повторяет рельеф. Это удобно для погрузчика, потому что когда ты поднял лопату вверх, то у тебя передний мост не обернется. То есть весь трактор как бы держит эту вверху ковш этот. Вот. А если у тебя поворотная рама, то очень опасно. Не дай бог выстрелило колесо, все, трактор на бок. Вот, поэтому, ну... Такой вариант. А самое главное, что он громадный. Даже если сравнивать его с обычным кировцем, с К700, то этот кировец больше, выше, громадней. Забираешься по ступенькам, блин, чуть ли не на второй этаж. Поэтому он тоже такое себе, блин, решение для нашего гаража. Здесь у нас и так мало места, а на Кировце здесь на этом не развернешься. Даже если что-то подвести, он удобно, он мощный, но он не залезет нам в гараж однозначно. То есть вот как на Ханамаге мы заезжали, без проблем. Этот здоровый просто ужас. Вот, но как бы он комплектный, он в состоянии хорошем. Ну, относительно, как для советской техники, можно так сказать. Поэтому... Ну, будем все взвешивать, Еще есть один вариант там, который тоже мне очень симпатизирует. Это погрузчик BME. Редкий погрузчик, но он будет на аукционе. Также на аукционе будет еще один МТЗ трактор. Вот, но там он вроде как хороший, и туда ехать не обязательно. То есть я там позвонил. Вроде продавец адекватный, все рассказал, что как, поэтому думаю, ну, можно попробовать поучаствовать, но как бы сильно я не рассчитываю там на покупку, потому что там будет цена, и за него будут бороться там много людей. А вот погрузчик BME, он достаточно необычный, самая большая его ахиллесова пята, это то, что в нем нету коробки. Но это то, что заманивает, да, то есть... разобраться с ним, попытаться его восстановить, я думаю, будет интересно. Поэтому следующее, что мы отправимся смотреть, это погрузчик BME, который будет торговаться уже очень скоро, и он нам оптимален для нашей территории. Он небольшой, он аккуратненький, он маневренный, он с двигателем 243, наверное, там мотор. Ну, то есть, это надежная машина, которая, в принципе, способна нам помогать здесь по базе. Поэтому, думаю, вариант такой неплохой, попытаться его купить на аукционе. Заодно и восстановим его, познакомимся поближе. В интернете вообще нету информации по этому погрузчику. Вот, ну, думаю, будет такой тоже неплохой вариант. Но все будет, естественно, зависеть от цены. Так что отправляемся на осмотр погрузчика. Друзья, еще один экземплярчик. Приехали посмотреть. Такой погрузчик. Называется BME. Он будет торговаться на аукционе. Вот, непонятно, как он тут что. Вроде бы у него нету коробки снято. Да. Коробки нету. Ага. Кардана нету на передний мост. В кабине все раздербанено. Сцепление, газ. Так, здесь двигатель у нас как? Что-то откручивали, что-то нет. Интересный проект было бы, да? Собрать его до кучи. Здесь нюансов, конечно, много. Панель приборов. Рулевой дозатор.
Здесь такое страшненькое, он очень много лет стоит явно. Они бывают двух видов, есть с автоматом, есть на механике. Этот погрузчик на автомате был и, видимо, прикурил из-за этого. Из-за того, что был на автомате. Здесь насосы на гидравлику стоят. Насосы на месте, это хорошо. Наверное. Стекло разбито, как обычно. Номер есть. Вот эта версия 1565. Они бывали 1560 еще BMW с механической коробкой. А этот на автомате. Надо будет попробовать. Мне он очень нравится. Это то, что нам нужно для базы. Прям оптимально. Размер его. И как раз он бы был хорошим помощником для нас, небольшим. Здесь вроде бы все есть. Ну, слушайте. Проект очень серьезный. Да. Достаточно сложный явно будет. Все в снегу. Ужас. Так, ну насос на месте, стартера нету, да? Не факт, что этот мотор проворачивается, конечно. Проверить у нас тоже возможности, к сожалению, нету. Но он мне нравится, блин. Он очень интересный, конечно. Вообще интересный. Мосты у него от иномарки какие-то стоят здесь. Каро, по-моему. Что-то такое. Ну, резина задняя более-менее, передняя лысая вся. Ай-яй-яй. Слушайте, ну прикольно. Крайняя ситуация, если, допустим, не нашел коробку, можно сюда внедрить механику. Теоретически. Теоретически. Вижу, что дворники делались по-надежному. Видите, не работал дворник. Зад-вперед можно было вот этой веревкой тягать. Явно. Ну что ж, такой вот аппаратик. Проверить мы тут ничего не можем, естественно. Но. Коробка. Отсутствует коробка. Аукцион уже будет завтра по нему. То есть, ну, маловато времени поискать коробку. Ну, так остальное вроде бы в порядке. Две резины, мосты на месте. Два колеса поменять. А, это тоже плохое. Блин. Резина слабенькая. Сиденья украли тоже тут. Руль Жигули. Какие-то. Проводка. Нормальный аппарат. Мне нравится. Люк у него даже есть. Динамики. Все четко. Ладно. Будем пробовать выбираться отсюда. Здесь, конечно, все в снегу. И будем участвовать в аукционе. Посмотрим. Может быть, заберем его. Будет все зависеть от цены. Да, друзья, сильно он раздербанен, этот погрузчик. После осмотра я понял, что там все печально. Там все печально. Раздербан очень серьезный, резина такая себе. Ну, как бы это мелочи, то есть можно что-то будет найти где-то, выцегонить. Вот с коробкой, конечно, нюанс. Эти погрузчики были на механической коробке, поэтому как бы... Ну, будем смотреть, как пойдут торги.
Надеюсь, что-то из этих проектов нам удастся купить. Нам удастся и вас порадовать контентом. Вы знаете, что мы продали Ханамак, мы продали КамАЗ. Ну и что-то возьмем свежее, чтобы было интересно. Потому что крутить одни и те же проекты устает зритель. Я это вижу по просмотрам. Просмотры в целом падают, к сожалению. Не знаю почему. Нужно, наверное, больше трэша. Но вы обязательно поделитесь, что нужно, снимать, чтобы было поинтереснее вам смотреть, чтобы вам было веселее. Но не забывайте, что я в основное время один все это снимаю. И, одному, конечно, тяжелее. Но уже скоро совсем приедет, я думаю, Леша. Вот, потому что потеплеет чуть-чуть, и он нам обязательно поможет что-то почудить. Вот. На сегодня это все, друзья. Огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца. Спасибо большое, что подписываетесь и ставите лайки. Вам я хочу, в свою очередь, пожелать только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого наилучшего. И не забывайте поделиться вашим мнением по поводу этих проектов в комментариях. Мне будет интересно, что бы вы хотели больше всего видеть у нас на канале. Всем пока.